Всем привет, вы на канале с руками, с вами Макс. Короче, ребята, пробуем делать декоративную штукатурку а-ля там Венециан. Хотим поэкспериментировать, короче, поиграться. Изучал эту тему маленько, сейчас будем пробовать. Опять же, декоративная штукатурка с руками по бюджету. Штукатурка должна получиться бюджетная, так как мы колхозники и нам за высокими, профессиональными, высококачественными материалами гнаться некуда. Стена, подготовка стены, говорить уже не буду. Стена у нас подготавливается как под обои. Основание стены может быть любым. Финишная шпаклевка или штукатурку можете выгладить. Есть штукатурки, которые ровно выглаживаются. Все. Единственный момент, если у вас будет темный тон, вот я что-то созреваю, что вроде на более темный тон, то можно было в финишный слой добавить колер. Это как мы рисуем на уроках рисования в школе. Это у нас основа, это наш фон. Поэтому достаточно вот так вот пробежаться шпателем, сбить большие сопли, все, и вроде как бы тут все четенько. Дальше будем наносить теперь нашу базу. Та же самая шпаклевка осталась от этой шпаклевки, но чтобы для видео, скажем так, и лучше самим ориентироваться, я ее заколеровал маленько. Шпаклевку добавил, короче, черный цвет, и она у нас получилась вот такая серенькая, чтобы лучше было видно при нанесении, так как у нас, я говорю, фон будет, скорее всего, темный, все это перекроет. Дальше, теперь, чтобы нам задать фон сюда, нам нужно наделать липки. Опять же, там всякие супер мастера там показывают, там так нужно делать или так. Принцип без разницы, нам нужно наделать липки. Вот. Это основа. Как вы их нанесете, это ваша задача. Единственное, как вы начали одним инструментом наносить и под каким наклоном и как, значит нужно на все стены так их и наносить. Без разницы. Шпателем, кельмой, там, тряпками всяческими наносят. Здесь просто накидывают, там, валиком катают. Вариантов дофига. Я сделаю своим вариантом. Так, берем губку, берем пакет полиэтиленовый. Туда губку, пакет, туда губку засунули. Завязали и мачем. Вот так вот примерно у нас нанеслось. Погнали. Все. Почаще. Смотрим, чтобы у нас более-менее равномерно было. Момент следующий, еще немаловажный. Наносить ровными, четкими квадратами какими-то декоративной штукатурки нельзя. Поэтому наносим в виде пазла. Взяли для себя, допустим, какую-нибудь кракозябру, нанесли через минут 5, может 10, в зависимости от вашей консистенции. Густая, жидкая она, шпаклевка. Также штукатурными делают штукатурками. Потом это будем выглаживать. Поэтому все делаем, ну, как-нибудь. Сюда добавим, сюда смотрим, чтобы ляпиков у нас было поболее. Рассуждает как профессионал, да? Хотя нифига. Дальше ждем, чтобы подсохло. Ну, порядка, может, 5-10 минут. Все зависит от вашего состава. И разглаживаем кельмой. Профессионалы все в основном разглаживают кельмой. Не знаю, мы привыкли работать шпателями. Я люблю шпателем работать. Кому нравится, делайте кельмой, меня устраивает шпатель. Ребята, но перед началом ролика хочу сказать, что канал переезжает на Яндекс.Дзен. На Яндекс.Дзене переносятся все ролики, ссылочка под видео в описании. Обязательно переходите, подписывайтесь туда, потому что на ютубе неизвестно, канал будет жить, не изжить, под большим вопросом. Все плавно туда переезжает, и подпишитесь, чтобы не потеряться. Дальше эти островки начинаем разглаживать. Нам не надо разглаживать в одной стороне, мы не шпаклюем. Когда шпаклюем, там делаются, допустим, один слой по горизонту, потом по вертикали. Здесь такого нет, здесь надо на разные стороны, чтобы у нас не было однотонного рисунка. Тон может получиться, как ветром надуло в одну сторону. Первоначале вы можете не увидеть его, но впоследствии, когда объем вырежется, у вас будет как бы таким наклоном. Как бы. Соответственно, разглаживаем в разные стороны предварительно. Большую часть смеси нужно убирать, чтобы она тут не мешалась. Вот вверх,
в эту сторону, короче. Когда уже нанесли, разглазили в разные стороны, тогда уже можно пройтись и плоскость задать. Но без большого прижима. Я уверен, что у вас получится лучше, чем у меня. Кому видео, если нравится, заходит, пальцы вверх сразу. Если нравится такая тематика видео, обязательно напишите комментарии, нужны ли еще какие-то декоративные штукатурки именно своими руками, которые будут бюджетные. В конце видео, когда мы все доделаем, я посчитаю бюджет 1 квадратного метра, сколько обошлась эта штукатурка, и вам скажу. Сразу предвижу вопросы. Не снял выключатель, весь замазал. Друзья, это у меня дежурные выключатели есть рабочие. Мы ставим их где-то на объектах. У себя вот дома у меня их парочку, которые комнату я делаю. Я устанавливаю, чтобы у меня, не дай бог, в розетку никто не залез, никаких скруток, ничего нету. Поставил выключатель, я спокоен, что мне ни дети, никто не залез. И тем самым, даже когда я работаю, я не остерегаюсь, я на него ляпаю, мне пофиг. Снял, почистил, перенес в другую комнату. Потом, когда будет финишная отделка уже сделана, здесь установится уже свой выключатель, там по цвету, может какой-то. В общем, прошли почти сутки, ну, может быть часов 18-20. Все, стены высохли. Теперь дальнейшие наши действия. Как видите, получился такой какой-то у нас уже рисунок. В принципе, если кому-то вот так вот уже устраивает, нравится, можно в свой цвет тонировать шпаклевку, и будет на белом фоне вот такая шпаклевка. Можно же, как я говорил, основной фон первый тоже затонировать, допустим, сделать зеленый, а потом вот эти вот лепнины красные, образно говоря, там нафигачить. Если вас устраивает, то на этом этапе можно, в принципе, почти остановиться, но если вблизи посмотреть, плоскость у нас ровная, а краешки у наших островков, они как бы маленько некоторые поднялись, и они очень цепкие. Есть как так называемые сопельки, если вот посмотреть, вот такие краешки, короче, очень-очень они остренькие. И этого как бы нам не очень-то и надо. Что для этого сделать? Вариант первый, можно взять наждачку, какую-то там очень-очень мелкую, подобрать под свою фактуру и аккуратно пройтись, все сгладить это. Или же мне это не принципиально, в своем варианте я буду делать шпателем. На сухую шпателем металлическим собью все эти изъянчики. Все осыпается, вот эти все неровности. Я использую грунтовку глубокого проникновения. Марки, всякие названия говорить не буду, подбирайте сами. Ну и один из секретов, когда на валик набираем грунтовку, его нужно снизу вверх катить. Когда мы катим снизу вверх, вы видите, как при надавливании, сейчас я сильно давану, при надавливании у нас получается здесь грунтовка выступает вверху, и мы ее перед собой как бы толкаем, и она меньше сползает. Но сейчас я силу надавливания мы можем регулировать. Я сейчас, конечно, давану от души на камеру, чтобы показать, как она это выдавливается. Еще один из важных моментов, ребята, когда мы подготавливаем стены, то есть грунтуем стены под покраску или вот под декоративку, под финишное покрытие, то нельзя допускать вот таких вот разводов. При нажимании
И все, и пошли дальше. Видим, у нас остается такой жгутик. Допустим, даванули, остался жгутик. И некоторые забывают его раскатывать. Если же, допустим, у нас под черновую отделку, когда мы там быстро грунтуем, под штукатурку, вот так вот все, так вот можно оставлять, там без разницы, под штукатурку пойдет, оно все высохнет. Под финишной отделке их нужно обязательно раскатывать, потому что оно остается, какая-то у нас пыль строительная была на основании стены, она скрепляется, то есть этот буртик может остаться, и он потом остаться может быть видимый. Это под финишное покрытие, под покраски, под различные. Все подсохло, я начал красить и даже камеру забыл включить, но темно-серый получился. Хотел вообще черный, блестящий, но такой не затонировать получится. Нужно уже готовую краску было покупать. Такой нет, короче, что получится? Краски в основном сейчас идут универсальные под любой колер, так же как колер любого производителя подходит под краски. Смотрите, там написано, что колируется любым колером там, или краска, без разницы. Все, взяли, разбутурили. Некоторые ошибочно начинают красить, как попало. В общем, вот так вот намазывают по всей стене, потом размазывают, и потом неравномерно могут распределить слой краски, и получаются разводы. Чтобы такого не получалось, вот у нас идет четкая грань, мы красим сверху вниз на первый слой. Желательно, если будет два слоя, то первый слой по горизонту красить, второй перекрывать вертикально уже сверху вниз. Вот. Красим сверху вниз, естественно, в ширину валика, допустим, полоску наносим, ее раскатываем, эту полоску хорошо все раскатали. Все закрасили. Чтобы вот этих отступов сверху не было граней, соответственно, желательно все до потолка, от пола до потолка красить. Одной полосой нанесли, чтобы вот этих границ не видно было ни с этой стороны, ни с этой. Соответственно, когда мы нанесли одну полосу, тут прокрасили все и начинаем плавно уходить вправо, раскатывать на нет. Также плавно влево нужно уйти, как бы задать старт. Выключатель тоже закрасить можно, все нормально. Давно не красил, промухал один момент с углами. Сейчас вам сразу покажу. Видите, углы беленькие остались. Углы в первую очередь прокрашиваются или маленьким валиком, или кисточкой. Прокрашиваются потом основным. Потому что основным, видите, мы почти перекрываем где-то залазим, перекрываем, чуть-чуть не задеваем. Сейчас начну кисточкой красить, у меня ровно вот эта полоска от кисточки останется. Она будет в глаза бросаться. То есть, в первую очередь прокрашиваем углы кисточкой, потом валиком. Оно перекатывается это, и от кисточки почти следов не видно. И вот то, что я говорил, что задавать базу. Вот если мы сейчас видим, белые прогалинки кое-где. То есть на первый раз никогда вот такую декоративную штукатурку, любую, на первый раз не прокрасить. Видите, не прокрасы. Как из этого исходить? Шпаклевку нужно было всю в один тон, в темный. Я же говорил, если будет темный тон, то желательно в этот тон ее уже колер добавлять в шпаклевку, чтобы тон задать, чтобы вот этих пробелов не видно было. Первый момент. Второй момент, как бы секрет лайфхак, как можно было из этого выкрутиться. Когда вы грунтовали, допустим, вы будете грунтовать, грунтуем поверхность, можно в грунтовку добавить тоже колер. И грунтовкой уже серенькой можно было закатать. Тоже выход из положения, она перекрывает вот эти все пятнышки. Ну и третий момент, красить на второй раз, как бы второй раз прокрасить, вот. Так что, ну так как у нас, я надеюсь, мы на этом не остановимся, кое-какие моменты у меня еще есть, продолжим. Так что вы не переключайтесь, пальцы вверх. Краска высохла, естественно, на следующий день уже. Сегодня приступим к дальнейшим одеяниям.
В общем-то, кому-то, если нравятся такие стены, можно, в принципе, оставить и так. Сделаем мы не профессиональными всякими восками, лаками, а сделаем самодельный воск для декоративных покрытий, дешевый, своими руками. Замешиваем рецепт. В общем, для самодельного воска нам нужно будет лак акриловый на водной основе. Для камня, бывает для дерева и камня, для декоративных всяких изделий. Самый бюджетный. Эта баночка у меня обошлась порядка 500 рублей. Дальше нам нужно будет клей для обоев. Вроде как говорят любой, но рекомендуют клей для флизелиновых обоев. Берем клей, неважно, не буду тут все названия показывать, и заводим. Вот такая доза у нас клея. Клей замешиваю, просто раскручиваем воду. Кто-то еще, оказывается, не знает. Некоторые сыплют прямо в воду клей, вот этот сухой, мешают, все в комках, все с ума потом сходит. Смотрите, размешиваем, быстро. Когда получится воронка, и засыпаем по наружнему краю. Не в центр, а по наружке. Не останавливаясь, короче. Все, и продолжаем мешать несколько секунд. Все, а-ля ветерчи. Никаких комочков, ничего нет, все прекрасно. Все, он густеет, оставляем его на несколько минут для повторного перемешивания. Собственно, пока клей у нас набухает, что мы сделаем? Мы возьмем лак. Вот он так выглядит. Видите, белый лак. 2 пропорции клея, готового уже клея. 1 пропорция лака. То есть литр лака, 2 литра клея. Ну или, если 1 литр клея, значит пол-литра лака. Вот такие пропорции выведены мастерами-специалистами. Вроде говорят, что все хорошо, прикольно. Теперь, чтобы у нас поверхность была гладкая, блестящая, ее можно было мыть, и она даст объем нам сразу. Вот эти вот весь рельеф он начнет играть, то есть он будет выблескивать, затеняться там, и будет такой объем создаваться, уже рельефный рисунок, более четкий, качественный. Но еще для этого мы что сделаем? Мы возьмем вот такую серебряночку. Можно применять сухие порошки, продают, я не нашел, пришлось взять вот такую разведенную готовую. В какой пропорции будем делать, я не знаю. Сейчас все будет наугад. То есть это все, как говорится, на глаз. Прямо сюда в лак это дело выливаем. Да пофиг. Можно поиграться, ребята, с вашими тонами. Сюда сейчас можно добавить колер, допустим, темный. Хотим сюда оттенить этот черного колера. Я уже у себя на стене наигрался с разными моментами. Сейчас вам покажу. Пробник тут, стена вся исчерчена. Это я делал в коричневый тон и затенял золотом. Вот это делал лессирование профессионально. Делал золотом, сделал лак с золотом, зафигачил. И видно, что у нас вверх просто остается коричневый, а внутри у нас золото там внутри забилось. Ну, мы посмотрели, нам этот вариант не понравился. Такой себе. Тут сделал серые стены с золотом. Вроде как бы тоже ничего такое интересное, можно было подумать над этим решением. Но все же вот сделал вот так вот. Вот серый участок стены, вот этот вот, это просто как в каком состоянии сейчас у меня вот эти стены серенькие. И лак с серебром, с серебрянкой. Вот этот участок вот смотрим. Вот этот участок с добавлением черного колера. Серебрянка, черный колер и лак. Видите, как все закатано. Вот берем колерок. Краска колеровочная какая-то там. И туда бахаем. Извращениями вариаций очень много. Можно сделать глубокий тон там внутри, который раковины одного цвета, поверхность верхняя другого цвета, отыгрывать разными различными тонами, и будет смотреться
всегда все по-разному. То есть, кому как нра. И желательно на шаблончиках поиграться где-то, посмотреть. Все, густенький такой клей у нас получился. Перемешиваем повторно его. Делаю вот так вот, берем. И выливаем сюда наш лак. Бремс. Вот такая у нас получилась паста. В общем, самодельный декоративный воск. Самодельный воск для декоративных изделий. Вот такой графитовый, блестящий. Берем пасты нашей, получившейся. Ся. По валикам. Берете новый валик, когда прочесываете его. При любых там покраски, не покраски, какие-то финишные, если у вас отделочные работы. Если, конечно, вы там грунтуете там под штукатурку, этим не надо заниматься. В нем вылазит вот этих мелких волосков, чтобы они вам нигде не налипали. Некоторые даже их промывают. Новые прямо берут и под водой все вымывают все это. В общем, это нужно вычесать. А то будет на стене налипать вот этот весь ворс. Хорошо раскатываем. И погнали. Небольшими участками без ровных границ. Потом берем вот такую штуку резиновую и снимаем все излишки. То есть равномерно распределяем пасту, забиваются поры и в то же время вот так вот свежий пока он выглядит, сырой. Все, я продолжаю дальше, ребята. Все, в общем, закатал. Смотрим результат. Вот так вот все получилось. Наша венецианочка высохла. Когда я ее наносил, у меня села батарейка. Я хотел показать в сыром виде, как она выглядит. Уже показан финишный результат. Возможно, в мыслях есть у меня кое-что еще что-то с ней поиграться. Но посмотрим. Результатом, в принципе, я доволен. Есть кое-какие нюансы. Лаком и тонировать очень довольно-таки сложно. Это не краской. Я, собственно, такими делами не занимаюсь, поэтому для меня это довольно-таки сложновато было. Есть кое-какие изъяны, перепады, которые мне в глаза, так как я наносил, мне в глаза попадаются. Они мне не очень нравятся. Но в целом, в общем, в принципе, как говорится, для первого раза сойдет. Структура сейчас у нас гладенькая, ее можно будет протирать, мыть. Она довольно-таки прочная, крепкая, не царапается так. Скажем так, для проходных мест, типа коридоры, входные группы, что-то такое, наверное, такой самый оптимальный вариант. Лестничные проемы, лестничные площадки какие-то. Я думаю,
довольно-таки неплохой вариант. Все, если видео понравилось, ставим обязательно палец вверх, пишем свои комментарии, пишите нюансы, что там, если увидели, что-то было неправильно, поправляйте меня. Ну и до новых встреч.